Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Лесты. Да, сегодня у нас ТВП ВТУ, средний чешский танк 8-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Ух, вы скажете, а что это за танк такой с огромной пушкой от тяжелого танка? Это точно средний танк? Да, это средний танк. Действительно, у него повышенная альфа, как для средних танков, да, 8 уровня. Ну, давайте все и по порядку разбираться. Сначала пойдем посмотрим бронирование ТВП ВТУ. Go! Итак, Collision модель нашей ТВП ВТУ. Ой, вы скажете, красным башня, передняя плита. В ЛД все красное. Давайте смотреть. Все, правильно поставили. НЛД у нас 40 миллиметров, приведенки 50. Вот этот нижний, назовем его, да, ВЛД, те же 40 в приведенке 54. Верхний ВЛД 65, в приведенке 70. Везде 70. Башня 67. Вот эти вот щеки 51 и эти вот щеки, единственное, иногда что-то может этот танк зарикошетить. Но, блин, основная бронеплита 67. Вокруг 130 до 7, ну рикошет может, потому что он вытянутый, да, то есть иногда можно зарикошетить маской орудия и щеками, но не всегда. Если вот так будет стоять, еще зарикошетите, если более прямо, может и пробиться. Плюс лючок 40 мм, боковое бронирование 30 мм, танковать от борта мы не можем, мы, короче, не можем танковать ничем, кроме чуть-чуть иногда маской вскользь и иногда, не всегда, щекой башни. Все, брони нет. Так, с броней разобрались, брони в этом танке нету от слова совсем. Так, а как же играть? Давайте смотреть основные модули. Блин, может быть тут 1000 альфа. Давайте, у нас вот такое бешеное количество пушек, да. Пушечка у нас вот есть вот такая вот 7-го уровня. Есть вот такая вот еще одна 7-го уровня. И у нас две пушки 8-го уровня. Давайте быстро поглядим. Пробитие 145-175 с альфой 220-250 этого 7-го уровня пушки. Все, про них забыли, даже не вспоминаем. Смотреть им с таким пробитием даже нечего. Дальше. Пушка 240, и вот топовая пушечка у нас 320 альфа. Ага. Пробитие, кстати, на притоповой получше, как на основном, так и на голдовом снаряде. Заряжается она быстрее. И поэтому, в принципе, иногда на ТВП ВТУ выгоднее даже, а может быть и целесообразнее играть на притоповом орудии, нежели топом. Заряжается дольше, да, но альфа-то. Ладно, здесь время сведения комфортнее 1.8, да, и точность лучше 0.33, здесь 0.36. Поэтому на ТВП ВТУ можно как равно играть комфортно. Вот на этой пушке, я говорю комфортно. И немного как танк превращается в кактус, мы вешаем на танк пушку практически от тяжелого танка, время заряжания, сами видите, альфа, да. И вот здесь уже сложнее, поэтому пробуйте. Реально, все равно вот через эту ветку вы через башню идете на Шкоду Т-50, пробуйте реально сначала вот эту пушку, и потом только в сравнении с этим орудием попробуйте вот это топовое орудие, да, с хорошей крупной альфой. По поводу башни, что нам дает башня? Она нам дает, по сути, только обзор, плюс 10 метров, и быстрее крутится башня, плюс 4 градуса в секунду. Вот, обязательно качайте топовую рацию, топовый двигатель, 700 лошадей против 600 вам даст, там прибавит процентов 13-15 подвижности, ну и топовая ходовая 44 градуса в секунду, здесь у нас 40, плюс целых 4 градуса в секунду, а это много. Так, по полевой модернизации я еще тут ничего не качал, вот, но предвижу следующее. Так, скорости, поворот ходовой, важно для этого танка, боекладку, ТРП. Вот здесь качаем легкосплавные узлы крепления, а здесь от разброса при движении, наверное, да, от размера круга сведения. Блин, точность можем ведь улучшить, но все-таки это СТ-шка, мы на ходу много будем стрелять. Настройка рычагов подвески или нет? 0.32. Нет, настройка рычагов подвески, антибликовую маскировку фар, и вторым слотом мы берем на разведку. Тем больше мы на этом танке будем использовать в оборудовании просветленную оптику. Так, и вот как раз она здесь на месте стоит. По оборудованию в первый слот мы ставим турбину, и из турбины этот танк не как прям быстро ездит, поэтому обязательно
в первый слот, дающий дополнительный буст на подвижную турбину, просветленку, досал. Снаряды у нас основной ББХ летит 900, ну более-менее голда подкол летит 1017. Снаряжение ремка, аптечка, желательно автоматический огнетушитель, я вот решил себя побаловать доп. Пайком. 5 членов экипажа, вы табличку видите перед собой сейчас с перками. Вот. В целом по плюсам минусам машины. УВН у нас считайте, что нету, минимально комфортными их не назовешь. Минус 6, правильно же? Правильно. По ХП у нас 1450, по мобильности вроде бы 55 вперед, 23 назад, почти 21 лошадь на тонну. Ну, более-менее он начинает набирать, действительно, благодаря там удельной мощи свою максималку. Но в целом, конечно, 55 хотелось бы здесь видеть как минимум 60. По незаметности у нас сейчас 22%. Перк незаметности у нас у некоторых членов экипажа отсутствует вовсе. Поэтому, в принципе, здесь до 32 можно раскачать, это 100%. Обзор у нас просветленкой царский. Как для среднего танка 8 уровня, 452. Это very best. Здесь все хорошо. Итого, у нас время сведения 1.97, 0.32. Точность вполне неплохая. Прям сочная альфа, и пушка уже заряжается менее 8 секунд. Все равно, даже при такой альфе, при полном отсутствии брони, конечно, танк сложный. И для кого-то этот танк окажется, как и для меня в частности, прям полнейшим кактусом. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, а что вообще ТВП в ВТУ может. Погнали. Так, у нас обзор боем ТВП ВТУ. СТшка чешская 8 уровня, проходная прокачиваемая ветка. Как по мне, танк кактус, прям точно говорю. У него только хорошая альфа, все остальное кусок дерьма. Брони нету, от башни вы играть не можете. Ничего вы на этом танке не можете. Вот Центурион поехал, вот это имба. А это кусок дерьма. Как по мне, еще раз. Прошу прощения, кто любит этот танк. Хотя, в моем понимании, любить его вообще не за что. У нас никто и не поехал налево. Тут сейчас уже скоро танки полезут. Дали хотя бы. И сушки набросили хотя бы. Все, Е-25 поехала в ангар, добро. Так, 700 урона есть, можно и поесть, да? Странно, я не светился. Нормально, шпицу закинули. Знатненько.
Не, стесняться тут не надо. Вот здесь надо всегда бландить на этой карте. Потому что... Эх, не пробили. ВЗ-120 крепкая рубка. О, ешки набросили. Добро. Ух ты. Тут кто приехал, да? Ой, странно, что я не засветился. Ездит как у себя дома. Добро. Ассист по гусенице получили мы. Хорошо. Это тоже нам надо. Это что это такое? Рикошет. Совсем охренел уже. Так, всех побили, победили, 1800 настреляли, да? Едем дальше. ИС 2М бедный у них. Терпило там. Едем искать арту. Я думаю, 90-ик, да? 57-й быстрее найдет, чем я. А вот и арта. Все, не мучайся. 13:57. Ну, я даже пострелять уже не успею там. Все. Ладно, 2К дали, 340 на свете. Ну это ассист по гусенице был. 2400. Много ли это мало? А фиг его знает. Я думаю, мало. На этом танке надо стараться больше делать. Все-таки 8-й левел. Ну, как получилось. Все равно танк не очень мне сильно нравится. В первую очередь, конечно же, ну вообще даже хоть чуть-чуть бы брони было бы в башню. Он очень напоминает про Джетту 46, да, вот он прям вообще без брони. И подобную технику, в которую, если вы стреляете, вы по-любому пробьете. И как раз эта история про
ТВП ВТУ. И вообще я привык, у меня название ТВП, оно как бы ассоциируется с барабаном всегда, да. Ну, здесь как-то так. Ладно. При всем при этом, давайте посмотрим результаты боя. Мы заняли первый... у нас 2300 настрела. Ага, Блайнд все-таки зашел. Один, да. 4 фрага, первое место по урону. И там еще 300. Ну, что, 2700 почти суммы есть. Да, играли на голде, поэтому минус ушли. Получали я удовольствие, играя на этом танке? Нет. Нет. Нет у него никаких ни изюминок, никаких там супер фишечек. Обычный средний танк без брони, но с повышенной альфой. Но при этой альфе он, еще раз повторюсь, долго заряжается. Поэтому назвать это альфу там супер плюсом, ну нет, наверное. Не знаю. Короче, что-то, может, я его не распробовал, но нет. Пишите свои комментарии, на каком вы на нем оборудовании катаете. Ну, я думаю, вот это самый правильный комплект для этой тачки. Вот, ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.